Привет, мои дорогие девочки! Мы сейчас с вами разложим на таком зомби-таро. Это таро, которое очень хорошо показывает внешний мир. Но мы сейчас будем смотреть на такую тему: его планы на будущее с тобой. Если у вас, это мы будем больше смотреть этих новых знакомых мужчин, с которыми у вас непонятки. И давайте посмотрим его планы на будущее с тобой. Первый вариант, второй, третий и четвертый. Его планы на будущее с тобой. То есть, если ты у него в планах или нету, вот как он вообще думает, что будет, как оно вообще все. Давайте посмотрим. В основном это, девочки, желательно тут не своего мужчины, с которым у вас, вы знаете, любовь-морковь, да, не ненавистников каких-то загадывать, а именно вот таких вот мужчин, с которыми вы планируете, да. И вот когда вы думаете о будущем с этим мужчиной, давайте его отразим, отрефлектируем и посмотрим его планы на будущее с тобой. Выберите или нажмите на паузу, а мы начинаем. Ну что, поехали. Первый вариант, девочки. Его планы на будущее с тобой. Двойка мечей. Почему-то он, знаете, даже я немного скажу так, приуныл, ему это не особо нравится, но он почему-то думает, что у вас ничего не получится, да, потому что как-то вот вы не сходитесь. Тут либо какие-то упертости, капризы, характер, да, или, может, какие-то обстоятельства между вами непреодолимой силой легли, и поэтому у этого мужчины почему-то вообще даже почти стойкое чувство, что нет, нет, мы не будем вместе, мы не будем вместе. Ну, давайте еще посмотрим. Его планы на будущее с тобой. Рыцарь кости, вот он выпал. Почему-то он, девочки, все время уверен в своих мыслях, да, и его даже, я бы сказала, трудно переубедить. И пятый старший аркан Иерофанта, он сам по себе рыцарь кости выпал. Это такой, знаете, мужчина, который думает о будущем, пытается двигаться, да, строить это свое будущее. И он, вот у него такая уверенность есть, что за него никто не решит, ему никто не поможет. Он сам, в принципе, где-то должен думать о себе и о своем будущем. И вот этот пятый старший аркан Иерофанта, он говорит, что вот это вот какое-то внутреннее чувство, когда он заглядывает в свое будущее, он там его не видит, я имею в виду совместного будущего с вами. Ну, давайте еще посмотрим. Восьмерка костей, тройка мечей. А почему это все так получается у него? Во-первых, все завязано на деньгах, да. То есть, скорее всего, он, девочки, думает либо куда-то ехать, деньги зарабатывать, да, на какие-то вахты, переезжать, или он не может вырваться со своей работы, чтобы, например, приезжать к вам часто это делать. Если вы на расстоянии находитесь, вот этому мужчине, девочки, с своего гнезда, скажем так, очень тяжело слететь в плане том, что он завязан на то, чтобы его будущее было стабильно. А с вами получается, что оно будет нестабильно. Ему, возможно, надо из-за вас много что будет решать. Или он, девочки, не может, и он это понимает, но вы пока не понимаете, да, или и не хочет. Да? То есть ему дороже стабильность, чем, например, гнаться за синей птицей счастья. Вот такой он, девочки, сейчас выпадает. Вот он сам себе. А вообще его разубедить можно вот в этих его таких мыслях? Да, девочки. Луна выпала, девятка мечей и солнце. Можно его разубедить, но это только вот когда он будет чувствовать стабильность, что вот другая реальность, а она так же стабильна, как и его реальность, да. То есть, смотрите, Луна выпала и солнце, и девятка посредине. Девятка. Шестой аркан, шестерка, это девочки влюбленные, а девятка отшельник, да, то есть он бы хотел бы перевернуться. Он бы хотел бы быть влюбленными, но чтобы у него вот это вот постоянство было, то ли луна, то ли солнце, то ли солнце, то ли луна. А постоянства нету, и в принципе, вот он думает, для него это так глобально, что вот он, скажем так, на луне живет, а с вами ему придется жить на солнце. А как это? А почему? А я к этому не привык и все остальное. Трудный, девочки, мужчина. Но разубедить его можно. Но он идет только, разубеждение это в старших арканах, да. То есть это терпение и труд все перетрут, как говорится.
Ему надо, чтобы его в голове была не нарушена вот эта связь с его настоящим, чтобы он чувствовал, что он защищен, и то, что у него все постоянно. Понимаете? Вот тут даже не в вас сколько вопрос, сколько в нем самом. В нем, девочки. Это как, знаете, вот он как вцепился в руль своего автомобиля, и он и едет, и не может остановиться, либо передать кому-то роль, либо вообще выйти с этой машины, потому что поменяется его вселенная. И он считает, что его вселенная изменится, поменяется, одни сплошные непонятки, как дальше быть. Вот так вот. Но в принципе, вот если вы вот прям стойко уверены, да, вы можете вот как-то с ним поговорить, но и показать, что Луну на Солнце можно менять, потому что это аркан это. Вот по факту, если подумать, да, Луна 18-й старший аркан, а Солнце 19. То есть они рядом находятся, Луна и Солнце, да, и как бы особой-то разницы нету, это старшие арканы и все остальное. Только вот для него это вот вообще Луна и Солнце, совершенно разные понятия. Вот понимаете, как он думает? Вот такой вот, девочки, первый вариант. Второй вариант. Давайте посмотрим его планы на будущее с тобой. Ну что, девочки, что это у нас за планы такие? Наверное, это вот полнолуние это влияет, которое недавно было, да. Ну, оно еще даже и сейчас вот чувствуется, скажем так, да. Туз мечей выпал насчет его планов. Он, вот тут двойка мечей выпала. Вы, кстати, можете даже вот этот первый расклад тоже посмотреть, и я думаю, что он будет вам, ну, частично даже вот как доп. Дополнительный расклад, да, отвечать на ваши вопросы. Ну что, туз мечей выпал, давайте его посмотрим. Колесница с тузом мечей. Он, девочки, думает много о вас. Но, смотрите, он боится быть с вами. Он боится, что вы как-то заберете у него его удачу, его силу, что вы его обезоружите, что вы его сделаете, может быть, таким, знаете, ручным львом, возможно, даже и цирковым, девочки. И ему это не особо, конечно, нравится. Это мужчина, который любит ставить условия, да, женщине, и пытаться, как говорится, манипулировать ею, да, чем, чем что-то менять в своей жизни. Он тяжелый на подъем. Гуска-то у него, девочки, тяжелая, да, не только волосатая, но и тяжелая. Смотрите, колесница выпала, тройка кубков. Он, знаете, вот в глубине души, да, хотел бы с вами вот этих отношений, хотел, но выпал маг и двойка хазардов. И, возможно, например, он знает того, чего вы не знаете. Возможно, например, его мама будет жестко против вас, да. Или, может быть, что вы не поедете туда, где он живет. Или не будете жить по его законам, по которым вы не живете, да, то есть это может быть разная религия, он может быть мусульманин, вы православная или атеистка, или еще чего ведьма, да, и он считает, что вот вообще как-то какие-то такие неприемлемые моменты есть, да, вот. А так его к вам, конечно, тянет. Вот этот тройка кубков, любовный такой интерес к вам есть. И, возможно, знаете, как говорится, в другой жизни, когда вот не было каких-то вот этих условий, да, он бы по-любому вот этот туз мечей выпадал, например, тузом кубковым. Но вот он считает так. И планов у него на будущее так. Если он обманет судьбу, то да. Если не обманет, то нет. Да? То есть тут приходится вот думать о том, обманешь ли ты судьбу или не обманешь, девочки. Но колесница и маг. Это еще и хорошие карты выпадают. То есть это туз мечей, это, девочки, мужчина, который мнение свое-то может и поменять. Но он всегда считает, что у него очень стойкое мнение, да, просто оно вечное. Но на самом деле он свои вечное мнение вечно меняет. Понимаете? Вот такие дела. Давайте еще глянем его планы на будущее с тобой. Девочки, знаете, вот его к вам тянет, и вот тянет не по-детски, скажем так, да, но вот это
между вами какой-то эгрегор, либо 2 разных эгрегора, да. То есть это не то, что вот на химическом уровне, на человеческом, на уровне мужчины и женщины, да, то вот вам было бы хорошо и сладко на самом деле. Но может ли это закончиться браком? Да, девочки, да. Вы можете вообще с этим мужчиной пожениться, да, стать его женой. Но по факту либо вы будете принимать какие-то условия вообще категорические его, или он будет принимать ваши какие-то категорические условия. Тут, в принципе, до того момента, как вообще думать о будущем и скреплять это все, да, надо вообще подумать и договариваться по поводу того, кто пойдет на уступки какие, что вас будет связывать, помимо, например, интимной близости, помимо того, что вы вместе там читаете Оскара Уальда, да, или смотрите любимые сериальчики. Тут очень важно, откуда он пришел и откуда пришли вы. И сможете ли вы, например, вот так вот про себя подумать, пойти его же дорогой, да, а он должен подумать, сможет ли он вашей дорогой пойти. Вот такие вот, девочки, планы. Тут еще можно, как говорится, еще много думать. Еще не время здесь по вот этому второму варианту, да, решать, отбрасывать, не отбрасывать. Шансы есть у вас, но вам надо прям реально договариваться, но этот договор должен быть максимально выдержан, потому что придется проходить какие-то кармические уроки и вам, и ему в этих отношениях. Вот такой вот второй вариант. Третий вариант, давайте посмотрим его планы на будущее с тобой. Какие? Десятка хазардов. Он, девочки, вот такой вот еще мужчина, не определившийся. Десятка хазардов, он, знаете, на все хочет закрывать глаза, ни о чем не хочет думать. Но, кстати, это многие мужчины так, вот им страшно, они вот боятся, да, вот этого какого-то будущего, потому что вот такие они. Давайте еще посмотрим его планы на будущее с тобой. Шестерка костей, 13-й старший аркан с королевой и верховной жрицей. Он, девочки, знает. Вот смотрите, он не хочет в это будущее смотреть с вами, но он знает, что вы это будущее его измените. Понимаете? Вы полевые, королева костей, верховная жрица, но с 13-м старшим арканом. Вы измените его жизнь. И он не хочет смотреть в это будущее, там, где он знает, что вы как верховная жрица, как королева кости. А кто такая королева кости? Это сильная, уверенная в себе, стержневая женщина, которая может... Вот знаете, у вас есть такое сострадание, жаление, вот такое вот и благородство, и помощь. У вас немножко есть такая, знаете, любовь, а она больше даже в материнскую уходит, девочки. И дело в том, что вот вы этого мужчину любите еще, скажем так, с материнской точки зрения. Или можете любить, или идете к этой любви. То есть не так, как женщина любит мужчину, вот в классике, да, а именно вот такие вот материнские позывы у вас есть. Вот и все. Он, возможно, и может быть маминой булочкой, да, вашей, но дело в том, что вот, ваша сила его изменит, и он это чувствует пятой точкой. Поэтому, девочки, он пытается закрывать глаза на вот это вот, будущее с вами по десятке хазардов. Ему типа еще надо, знаете, ну, я подумаю, я разберусь. И он вот, ждет у моря погоды, скажем так. Ну, давайте еще глянем. Его планы на будущее с тобой. Его планы на будущее с тобой. Дороги, дороги. Он, девочки, готов любиться, да, готов, как говорится, быть в отношениях, но легких и, возможно, даже поверхностных. Прям если далеко копать или сразу его как телка, например, ввести в ЗАГС, он будет убираться, понимаете? Будет, знаете, как в этих фильмах, помните, или в старых фильмах было такое, как только хочешь в погоню броситься за кем-то, садишься на ишака, а ишак вот прям упирается, не хочет никуда идти, да. То есть здесь так, чем больше его торопить, тем больше он будет упрямиться. И не торопить его, ну, тоже такое, знаете, под вопросом, скажем так.
Я бы сказала, что здесь надо очень много доводов убеждения, что с вами будет хорошо, и он останется сам собой и будет прямо как малинка в сметанке. Понимаете? Если он будет чувствовать, что он будет как малинка в сметанке, что он будет самовыражаться и все остальное, да, тут могут быть эти отношения. Но обратите внимание, что надо за собой, девочки, следить, чтобы у вас не было вот этой материнской любви именно к данному персонажу вашему. Вот такой вот, девочки, вариант номер 3. И давайте четвертый откроем и посмотрим его планы на будущее с тобой. Ну, это, девочки, скорее всего, полнолуние, то, что у нас не прошло, потому что двое мечей, двое хазардов выпало, да, на всех мужчин. Но и полнолуние, оно всегда очень сильно влияет на мужчин, поэтому, смотрите, они такие растерянные. Ваш тоже растерян. Восьмерка хазардов, он растерян и не знает вот этого будущего. Его планы дьявол, четверка хазардов. Он будет еще больше путаться, но, девочки, он еще будет больше, как говорится, влюбляться в вас, да, то есть у него такой вот растет этот дьявольский интерес, как будто его вот в спину к вам подталкивает вот эта неведомая сила. Но, смотрите, а вы-то тоже хороши. Смотрите, он не знает, куда его подталкивает эта невидимая сила. Вы выпали тоже в хазардах, да, то есть это риск, это какой-то азарт, это может быть какой-то кураж, и он не знает, в чьи он лапки попадется. Король кубков, он таким прикольно выпадает. Знаете, мужчина вроде бы и неплохой, и хороший. И вот по этим картам, возможно, да, вы для него загадочный, вы для него как-то необъяснимый, очень интересный. М, Что бы вот я бы делала в этом случае, девочки, чтобы этого мужчину, как говорится, свои сети, как русалка, заволочь, да? Пела бы песни ему, как сирена. То есть я бы говорила, какая я хорошая, добрая, нежная, чувствительная, ранимая, ля-ля-ля тополя, да, то есть я бы ему силу характера там или еще что-то не показывала, но в то же время показывала вот эту свою доброту, милоту какую-то, да. Потому что он к вам тянется, но он не знает ничего. Но он не знает ничего. Есть такая старая песня. Только вот, знаете, много ему, скажем так, не врите. Дело в том, что тут еще, получается, пошли мечи, выпали, да? Это может быть еще какое-то разочарование у него. Когда выбирайте, девочки, что говорите этому мужчине. Вот реально выбирайте, потому что он какой-то, знаете, это то же самое, что дуть на огонек. Сильно будете дуть, задуете, а хотелось распалить, да. То есть он не костер, который дуновением распаляется еще больше. Он больше как вот свечечка. Подул, и все, темнота, кошечки спать пошли. Понимаете? С ним надо быть предельно осторожными, милыми, нежными, трогательными. И вот так вот его еще подтаскивать. Он еще не подтаскан, девочки. Или не потаскан. Ну, давайте еще глянем. Его планы на будущее с тобой. Его планы на будущее с тобой. Рыцарь кубков. И манит его. Дали, девочки. Короче, очень близок к влюблению. Но вот эти карты меня немножко смущают, да, что и хазарды смущают, что и опять вот эта тройка мечей. Это может быть такое досада, да, разворот-поворот, да. То есть вроде бы такая связь тонкая налаживается, а потом хоба, и вы можете вообще, как говорится, пойти по разным сторонам. Здесь как в море корабли, да. То есть тут надо выбирать, что говорить. Может быть, не все ему приоткрывать, показать, что вы добродушная, добрая, щедрая. Ну, не то, что прям в этом плане, да, то, что вот главное показать, что вы хороший человек, да, и вот от этого уже отталкиваться, да, и как бы не так уж много прям показывать каких-то своих капризов, да, или свой, например,
характера. Вам есть что показать. Надо его сначала влюбить, и когда он уже глубоко на крючке, девочки, этот сомик, да, вот тогда его и подтаскивать, скажем так. Все, мои дорогие, вот такое было небольшое гадание. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.